Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Мы сегодня в одном из самых пейзажных мест, которые мы до сих пор посещали. Но дело в том, что оно только-только открылось, оно еще даже строится. Вот здесь вот люди третий этаж возводят, поэтому строительные звуки могут даже какие-то присутствовать. К сожалению, а может быть и к счастью, это заведение не про еду. Это заведение про то, чтобы выпить. Поэтому мы сегодня будем много пить и чуть-чуть кушать. Давайте на это посмотрим. Ну и что ж, господа, недолго думая, сделали мы уже моментально заказ. Самое главное, что здесь, конечно, присутствует, они наливают разного размера вам пунши. Мы взяли небольшого размера за 399 тысяч. Я спросил, какой объем, он говорит, здесь где-то литра 1,5. Я спросил, а что по крепости? Он говорит, в районе 15 градусов. Ну, все нас, естественно, никто не заставляет выпивать. Начнем мы, наверное, не с этого, а с отдельных коктейлей, потому что, ну, я в них не разбираюсь, тем более здесь название коктейлей Sandy Village. Но здесь написано кисло-сладкий, полноценный, это самое, значит, как они, с травами. Ну, травы есть, вот базилик, отлично. Потому что Village это потому что вот, наверное, вот эта веревочка есть. Да, и человек сказал, что здесь в составе присутствует рыбный соус. Первый раз я буду пробовать какой-либо коктейль, в котором присутствует рыбный соус. У Ромки другой коктейль, он называется Bar Detail. Там фруктовый, острый, соленый и кисло-сладкий. Рома попробует, я пробую и говорим свое мнение. Эти коктейльчики стоят по 150 тысяч тонгов. Ну ладно. Ваше здоровье, господа. Я бы не сказал, что я прям рыбный какой-то чувствую. Это, знаешь, это... Да на мохито слегка похоже, только вот мяты не хватает. Вот добавь сюда мяты, будет какая-то мохито. На трубочку. Да мне и так нормально, и без трубочки. Думаешь, с трубочкой лучше? Ну давай перемешай. Надо вот базиликом закусить еще вот что. Ну да, это типа санрайза, знаете, вот что-то типа такого. Ну, короче говоря, вот серьезно. Рыбного я не чувствую. У тебя есть острота там что-нибудь? Да, мне понравилось, так как все написано, он соленый, острый, кисло-сладкий. Дай попробую, я хоть соленый попробую. Давай я своей трубочкой. А соленый ты уже не сможешь попробовать. А, соленый ты уже весь здесь было, да? Да. Ты уже весь поюзал. Причем соль необычная, креветочная. Такое необычное сочетание. Ананасовый сок чувствуется вот у тебя свежевыжатый. прям он как будто бы сильно много более алкогольный, чем мой вот этот. А у Ромки такой мощный вкус этого коктейля. Здесь просто ром не местный, вот, а какой-то нормальный ром они используют. Да? Вот это чувствуется. И свежевыжатый сок ананасовый. Офигенный коктейль. Ладненько, как говорится, давай закусим. Потому что нам здесь принесли, помимо каких-то вот начосов, у них идет картошка фри, но они при этом говорят, ребята, у нас не просто картошка фри, а с мега каким-то крутым супер соусом. Я так по виду спрашиваю, что там тофу, он такой, не-не-не, попробуйте, это что-то такое особенное. Давай пробовать, что? Ну, конечно, как же не заляпаться-то, извините. Как это вот этот, знаешь, из тюбика, который вот обычно кисло-сладенький такой, только он не кетчуповый. Так это вот, знаешь, как он называется, дрессинг, да, вот этот покрывает, короче, это кетчунес с кисленьким чем-то. Ну, я точно могу сказать, я такое ни разу не пробовал, прям что-то необычное. Я даже не пойму, что это. Вот салат, который ты обычно, овощи, представь, вот из тюбика такой вот выдавливается туда, вот такой дрессинг. Но он какой-то прям супер ядреный здесь. Именно вот аромат. Но тебе нравится? Да.
Вот смотри, здесь кусочки какие-то. Так, не заляпаться бы еще раз. Какой-то насыщенный аромат чего-то, а чего я не пойму. Да, вот я кусочек чего-то съел, а что я съел, я не понял. Он своеобразный, неплохой. Острота, если где-то очень далеко. Но в целом я бы сказал, ну это китчунес с добавками. Ну согласись, да? С какими-то фруктовыми, да. Ну да. Ну короче, нормальный, но не настолько, как парень, значит, говорил, что о, там отвал башки. Китчунесик с добавочками. Ладно, начос. Начало просто так. Потому что начосом рознь. Вот мы в Максвике пробовали, вот обзорчик здесь есть. Там у него классно, они сами жарят, сами делают. Здесь вот не знаю. Блин, тебе точно понравится, а мне нет. Чувствуешь вкус свиного вот этого сала, что ли? Но он зажаристый такой, да. Я бы не сказал, что мне прям очень нравится это. Соли не хватает. Жареный чеснок на сале обжарено, да. На шкварочном вот этом вот сале обжарено. Не, вы знаете, вот второй кусочек съел, да ничего, неплохо. Я бы только чеснок не такой, как это сказать, не сильно ядрено зажаренный бы использовал. Здесь он как-то, видимо, у них передержан маленько. Короче, базиликом заесть будет самое то. Держи. В долгий ящик не откладывая, нам каких-то фруктов еще принесли. Это, не знаю, я думал дыня. Нет, не дыня. Давайте в соль и вперед. Потому что это, похоже, зеленый манго, а это какой-то, может, спелый манго, не знаю. Надо было сначала просто так попробовать. Соль вкусная, мощная, ядреная, прям очень соленая, с перцем. И все-таки это дыня. Ни в какое сравнение с нашими колхозницами, либо торпедами вообще не идет. Это правда. Вьетнам не про дыни и не про арбузы, ребят, тоже. Приезжая сюда, даже я бы вам посоветовал, не покупайте здешние дыни и не покупайте здешние арбузы. Если вы живете, знаете, не то что даже на юге России, а просто где-нибудь в России, да или в наших широтах, там, неважно где, в какой стране, вы пробовали нормальные арбузы и пробовали нормальные дыни. Когда ты разрезаешь ее вот так вот, да, и там соки льются, она сочится вот так. Туин у меня, когда в Россию приезжала, она отъедалась дынями нашими, просто отъедалась. Мы каждый день в сентябре месяце просто покупали целую дыню, она за вечер ее стачивала полностью, на следующий вечер мы покупали просто новую. Поэтому здешние нет. А вот манго, пожалуйста, разнообразие огромное, классное. Этот зеленый манго очень хорош в виде закуски. А также существует много разных видов манго. Вот, кстати, у меня старый выпуск. Я там разбираю все практически фрукты, которые здесь можно прикупить. Соответственно, смотрите. Манго видов много. Очень классные, очень вкусные. Особенно, если вы попали на сезон, то разнообразие у вас будет потрясающее. Зелененький. Да. Стандартная закусочка. Здесь ее подают где угодно, практически к чему угодно. Также можно и на улице, когда подходят какие-то продавцы, вот купить такую вот нарезочку в пластике, в коробочке они, значит, подают. 20 тысяч донгов она стоит, и без проблем можно тоже вот сидеть. Если ты просто в баре сидишь, где никаких толковых закусок нет, вот можно у ходячих, так сказать, продавцов это покупать. Ну окей, это все ерунда. Давайте пуншик-то попробуем. Вот насчет арбузов я, может, забыл, какие у нас, но местные вполне себе их есть можно. А дыни, да, я их вообще не люблю. Они, во-первых, всегда их не спелые продают, и они вообще никакие, блин. Ну, арбуз я тебе, наверное, напомню. Втыкаешь нож
А он сразу трещиной пошел. А, Ты, ну значит, да, разрезаешь, да. открываешь, а там белесый еще налет сахара. Да. Все, вспомнил Да. этот вкус? Да. Вот теперь сравни с местным. И скажи, что арбузы здесь нормальные. Ну да, арбузы тоже. Арбузы тоже хреновые, как и дыни. Ладно, давайте пуншика попробуем. Нам с Ромкой сделали романтик. Принесли салфетки и запалили свечечку. Молодцы. Так. Давай, перемешивайся. Что там, ананасы, апельсины, да? Что-то такое, трава какая-то еще. Так, ну это я многовато для шота зачерпнул. Давай вот так попробуем. Так, ну чтоб нормально распробовать, давайте-ка еще по одному накапаю. Так. И вот так. Пускай плавает. Ручку подлиннее надо было, чтобы плавало нормально. Роман. Оп-оп. Мята. Притом мята не травяная, а которая ментол даже, да, вообще? Сироп ментоловый, да. Сироп ментоловый, ага. Сладости много. Вообще штука интересная. Его много выпить можно. Да, мне кажется, вот это как раз ментоловый сироп, он маскирует алкоголь очень сильно. Как Лонг-Айленд получается, что ты несколько шотов выпьешь и до свидания. Ну что, проверим? Смотрите, он холодненький, сразу видно, как рюмочки, где было что-то, да, отличается. То есть, ну, в целом, для вот как раз погоды, сегодня вот удачный денек у нас, сегодня нет ни дождя, вроде даже как не намечается, либо стороной пройдет. Потому что сейчас же сезон дождей уже начался и поливает каждый день. Вчера дождь был, позавчера дождь был, но обычно вечером. То есть, где-то часов до 3-4 нормальная погода, потом налетает и в 5 уже поливает. Сейчас как раз в районе 5. Ром, ну что, давай, пока нам еду несут, у нас заказаны еще основные, конечно же, виды еды. Вот ты знаешь, в отличие от тех коктейлей, которые вот эти, мне вот мой с рыбным совсем не понравился. Там рыбного нет, попробуй, кстати, ты про него, по-моему, ничего не сказал. Я пробовал. А, пробовал? Ну и скажи что-нибудь про него. Ну он, да, какой-то не очень. Он непонятный. То ли вкус зелень какой-то, то ли вкус еще чего-то. Ну вот он знаешь, мохито, вот с чем-то так. Ну, короче говоря, вот обычный коктейль, знаете, то есть вы вот прям что-то, ничего такого в нем не заметите. Давай не останавливаться. Да, но это прям мятная жвачка такая, да? Да, его можно вот действительно заказал на там 3-4 человек. Вполне вдвоем, конечно, это, наверное, будет крутовато, но меньшей тары у них здесь не имеется. Но он слабенький. Пьешь как лимонадик, вообще не чувствуется ничего. Посмотрим, что где-нибудь через часик будет. Окей. Подъехали к нам уже и морепродукты. Как и все в барах, выглядит, в общем-то, исключительно в закусочном варианте. Здесь даже что-то наломалось, но это не страшно. Роман. Не отлыниваем. И тестим морепродукты. Помидорка, креветка. Может быть, кусочек кальмара, все каким-то мазиком залито. Давайте попробуем. Все на рисовой бумажке. Да вообще неплохо. Только вот есть неудобно, ни хрена. Извозюкаешься весь. Понимаете, в чем дело? Она ломается не там, где ты кусаешь.
ты куснул, а она отломилась сбоку, и у тебя все валится. Это неудобно. Ну, креветки, понятно, как и в любом баре. Это вата уже, а не креветки. А вообще подача выглядит неплохо. Простите, господа, это есть очень неудобно. На вкус неплохо. Рома ровно так же извозился, он тоже салфетки потребляет. На вкус неплохо, есть неудобно. По цене 89 тысяч. Вот самая нижняя позиция. Ну, дороговато, на мой взгляд, да? За 89. Ну, распальцованное местечко, с одной стороны, вроде как. Ну, кстати, здесь вон кусочек креветки. Ничего такого они сюда не напихали, чтобы прям на 89. Только за счет того, что ты вот в таком вот, как говорится, заведении, где вот сидишь, наливаешь и, соответственно, лишь бы закусывал и выпивал. Что скажешь, Ром? Про пиццу? Ну да, пицца. Ну, это вьетнамская пицца, да. Да вполне вообще для бара есть можно. Да и цена тоже для такого места, блин, на берегу Тихого океана. Супер. Ну, ты знаешь, в целом-то подача мне нравится. И на вкус-то хорошо, я говорю. Единственное, что, согласись, ты вот кусаешь, а оно все вот прям разваливается. Ну да, надо поосторожнее быть. Да, здесь вот единственный недостаток, что есть неудобно. Потому что микрозелень есть, помидорка там какая-то присутствует, морепродукты, как и обещали, тоже присутствуют. Ну, хрен с ним, они не самые свежие. Можно было бы фишку сделать еще прям свежайший морепродукт. Но это бар все-таки. Ну, ладно. Господь с ним, у нас следующее блюдо. Самое дорогое из еды, которая здесь представлена. А звучит оно следующим образом. Копченая говядина под терияки соусом. И стоит она, господа, 189 тысяч. Это будет, я надеюсь, интересно. Ждем. Интересно, у нас получится все-таки убить за сегодня это? Да не, все-таки, мне кажется, ты не прав насчет того, что он слабенький, потому что я уже чувствую, что он нифига не Заходит? слабый. Ну да. Я пока не особо. Ну ладно. Ну вот я сейчас съел вот эту вот одну писку, осталась Ромке еще одна. У меня удачно получилось ее разломить, съесть, и, вы знаете, ну вкусненько. Вкусненько. В гамме все это вместе очень даже неплохо. Ждем терияку. Роман, говядинка подъехала. Итак, напомню, господа, стоит это 189 тысяч. Прожарку, естественно, никто не спрашивал, но да, она уже и копченая изначально, поэтому здесь о какой прожарке может идти речь. Спаржа под, очевидно, каким-то сыром присутствует, но сдается мне, что это просто ластик чеддера кинут сверху. По крайней мере, так выглядит. С этого, наверное, и начнем. Спаржу они, похоже, не ломали, а так сразу, как вот она вся продается длиной, так и сделали. Спаржа хорошая, сыр не разберу. Давай-ка попробую отдельно его. Ром, прости, я воспользуюсь твоей вилкой. Вот так. Ну да, это ластик обычного чеддера, что, кстати, неплохо. Не, хорошо. Без вопросов. Это намного лучше, чем, знаете ли, здесь в основном все подается под вот этой сырком дружба с майонезом, который замешан и заливается. Этот вариант намного лучше, вкуснее. Ну и давайте посмотрим на говядину. Краснота, прожарка, вон, смотрите, соки. Все имеется. Давайте вот так и возьмем. Жестковато.
Я бы, знаете, сказал больше, что это не копченое, а грильное. Потому что как раз вкуса копчения-то я особо не чувствую, а вот гриль, да. Может, это терияки копченый. Потому что у них как написано, смотри. Биф, терияки, смок. Ну, то есть, говядина, терияки, дым. Терияки вон в миске. Ну, это соевый, я думал. Нет. А, ну давай попробуем с этим тогда. Для терияки это выглядит жидковато. Ну, это, да, напоминает терияки, только не тот, к которому мы привыкли. Это прям жидкий-жидкий. И да, вот там копченого вкуса намного больше. Никакого другого мнения, кроме как сойдет, у меня не появится. Чуть-чуть жестковато. По прожарке говядина чувствуется нормально, все хорошо. Соус, да, териячный, слегка сладкий, подкопченый. В этом плане все верно. В восторг не придешь, но и, соответственно, в упадок, в общем-то, тоже не погрузишься. Поэтому, Роман, давай тоже составляй свое мнение. Вот. Мне даже, я скажу следующее. Мне спаржа больше под вот этим сырком понравилась, нежели говядина. Ну, жестковато, это лопатка похожа. Вот, поэтому, ну, как бы не элитный отрез. Другое дело, что все-таки 189 тысяч, ну, для бара, пожалуй, в таком вот месте, на берегу, прям, знаешь, где ты сидишь, не исключено, что эта цена вполне себе и оправданная. А так, с точки зрения вкуса, ну, опять же, для бара сойдет. Ну, я так и знал, что он упадет когда-нибудь. Ручку-то подлиннее надо, ребят. Пуншик у нас тем временем льдом разводится, становится все менее ядреный. Вот так его удобнее ковш этот ставить. Так он хотя бы не падает. Роман. Слабенькая, мятная штучка, подходящая к еде, кстати. Потому что вот действительно перекрывает вкусы. Вот я, считай, забыл вкус вот этой вот говядины и спаржи, и вот после каждого шотика можно вот заново кушать. Прекрасно действует в этом плане как очищающее. Согласись, да, Ром? Ну да. Угу. Насчет говядины, вот вкус у говядины отличный. Мне понравился, и соус тоже классный. Но да, такая жесткая, блин, жуешь. Вот это, конечно, большой минус. Вот спаржа прям хорошая, мне понравилась. Прям от нее вот я кайфанул. Классно сделано. И сыр в тему, и прожарка хорошая, она осталась и хрустящей, и все с ней в порядке, и вкус, ну, короче говоря. Знаешь, овощами восхищаюсь больше, чем мясом, основным блюдом. Ну да, спаржа офигенная. Вот мы сейчас с Ромкой сидели такие, вроде что-то маловато обозрели, надо бы еще что-то заказать. Я быстренько пробежался по меню, подсчитал то, что мы уже вот сейчас заказали, это 1 050 000. В целом это уже слегка выскакивает за мой обычный бюджет на обзор. Напомню, кстати, что все обзоры, ребят, сейчас выходят исключительно благодаря вам. Подписка на Бусти. Те, кто смотрит меня на Бусти, огромное вам спасибо. На Патреоне. Разовые донаты. Опять же, это не то, что помогает. Это как раз и делает возможным наши выпуски. Без шуток. Поэтому огромное, ребят, вам спасибо. Все ссылки в описании. Спасибо вам огромное. Еще раз скажу спасибо. Я говорил спасибо? Да. Еще раз скажу спасибо. Ребят, потому что это исключительно благодаря вам. Ваше здоровье. В двойном размере ваше здоровье. Спасибо, ребят. Народу здесь очень много, кто приходит и фоткается. Вот там у девчонки на селфи буду я на заднем плане сидеть сейчас и вам это рассказывать. Ребят, местечко симпатичное, продувается, здесь никаких вентиляторов и не надо, хотя они здесь тоже присутствуют. Днем особенно прикольно, когда море видно, сегодня ветрено, достаточно большие волны, поэтому не искупаешься. В целом красивый антураж.
все кругом из дерева сделано, навесы классные. Как в дождь здесь, не знаю, но они еще только строятся, они только развиваются. Но мне нравится аутентичность этого места. Но действительно красиво, у них вот какие-то глиняные, залитые, значит, формы вот этого... как это назвать-то, Ром? Вот, не знаю, проходы, стены, короче говоря, да. В общем, красивенько сделано. В основном здесь народ приходит, пьет что-то даже и безалкогольное, потому что это как кофейня изначально позиционируется. Но в целом, да, вот эти вот пунши имеют право на жизнь. К сожалению, за 400 донгов мы смогли сегодня попробовать только один пунш. Ну, их там 5 видов или 4 вида, не знаю. Всем огромное спасибо еще раз. С вами был Константин, для подписчиков Костян. Всего вам хорошего. И здоровья, самое главное. Роман. В общем, господа, как и предполагалось, этим пуншем накидаться практически не получается. Нет, правда, мы пытались. Но, да, он слабенький, лед мы даже вынули, чтобы он не разводился. Но они правильно на самом деле сделали, что льда достаточно много, то есть со временем, когда ты сидишь, у тебя это еще разбавляется, а не наоборот, чтобы ты, значит, превратился во что-то нехорошее. У нас это не получилось, и я считаю, что они в этом плане как раз-таки и молодцы. Но он вкусненький, и он до сих пор не надоел. Мятная жвачечка. Всем еще раз пока. Слабенький. Угу. Есть?